hopefully it will have been Worth the wait. Team Fortress. Знаковое название, которое всего парой слов раскрывает нам всю командную суть классовой стрелялки. А потом становится ясно, что это лишь вершина айсберга, который давным-давно начинал с маленькой льдинки. На ней две партии квадратных бойцов мутузились без всякой причины, которую чуть позже подвезла чудная людская фантазия. А вместе с ней гардеробы бескрайние, глупые заводные танцы, лихие покатушки и ракетные ранцы, совершенно поехавшие персонажи, сюжетик с морем каши, любимая наша игра черти чем обросла. Сама командная стрельба, главная фишка данной поделки, практически не видна под кучей шапок, шуток и таунтов. И до этой самой стрельбы игроку предлагают добраться через все остальное, что ему обязательно придется по нраву. Современный ТФ предназначен не только для командных стреляний, серьезных соревнований или же классовой войны. Он существует для командного получения удовольствия самыми, что ни на есть, разнообразными способами. А больше всего этих способов на картах захвата флага, которые включают в себя чуть ли не все известные режимы. Вот только эта куча занятий способствует разобщению, ведь требуется выполнение совершенно конкретных задач, а народу чаще всего нужно что-то попроще. Этакая командно-ориентированная потасовка, в которой к тому же желательно постепенная смена декораций, чтобы один и тот же бэкграунд не наскучил нам за раунд. Ну а самый богатый выбор задних планов имеется на вагоне. Они аккуратно склеены в длинные линейные карты, на просторах которых сложно потеряться и невозможно соскучиться. Однако начиналось все это с поля боя постарее, вагонетки на котором пока еще пустуют. Трехэтапный контроль территории из тесных и душных проемов на сегодняшний день признается чуть ли не худшей картой в игре. По крайней мере, из числа официальных. Интересно, чем же таким аморальным мы с вами тут занимаемся? Не будем отпираться и стесняться, расскажем все как есть. Пребывание в загородном доме – это спокойное занятие, если не обращать внимания на вечно шумящих соседей. В данном случае такая роскошь, к сожалению, невозможна. Ведь съехать нельзя без боя, точку сторожить надо. Данный охраняемый объект, кроме своей тесноты, имеет крайне неудачную дислокацию для обороны. Все дело заключается в расположении линии фронта. Для красной команды в самом начале раунда она идет по местности, которая находится вне прямой видимости с порога синей базы, но в то же время как можно ближе к ней. Таким образом, оборона держит максимум территории. В то же время она имеет относительно безопасную зону для перегруппировки и возможного отхода. Верная стратегия, проверенная временем. А этот чертов сарай вылезает слишком далеко. Он буквально находится на территории противника. Все его окна и выходы простреливаются прямо с порога. Вот, так сказать, и выходит, что безопасно добраться до точки можно разве что через телек, который расположен внутри. Дислокация укрепления при равной силе команд просто вынуждает красных набивать собою сарай, а любая попытка покинуть тесную лачугу формально является выходом на территорию противника, что в большинстве случаев гарантирует вынос мозга свинцом, критом, бревном, ну или всем вместе взятым.
Да, все это плохо. Просто невозможно. Если, как говорится, как следует не подумать. В неудачном дизайне местности имеется свой посыл, ведь самая первая карта режима захват-оборона должна четко и ясно обозначить правила игры. У синих изначально имеется заметное преимущество в числе шкафа с припасами и более скорого респавна. При равной силе противников, находясь далеко от дома, красные просто не в состоянии удержать первую точку. Здесь все против защитников и на стороне атаки. Явный намек обороне на необходимость экономного боя, а также на то, что отступление не является чем-то зазорным, и прожигать убера на кемперство весьма глупое занятие. Или все-таки нет? Что ж, давайте разберемся и с этим. Кемперство чужого респавна, как мы с вами знаем, является смыслом жизни всех людей на свете. А начальные арены данного поля боя, на первый взгляд, просто предназначены для этого. Для приятного времяпровождения кемперов. Им тут предоставлены специальные уютные беседки, в каждой из которых есть все необходимое для того, чтобы запереть вашего противника на базе. Именно так и думают 90% красных, и, откровенно говоря, их довольно легко понять. Ввиду совершенно неблагоприятных условий для защиты, красные представляют себе данные укрепления как то немногое, что дано им в противовес громадному преимуществу команды нападения. Все выглядит именно таким черно-белым образом. Либо все поголовно начинают заниматься кемперством, Возьми на помощь! либо шагом марш набиваться в тесный сарай. Встань-ка на чертову точку, место! Что ни говори, первое выглядит много веселее. Хоть воздухом чистым получится подышать. Живи ярко, умри и резнись молодым. Круговорот жизни просто неповторим. По мнению уже немногих, данные укрепления оставлены как первая линия фронта для синих, которым иначе придется бегать обратно на базу для пополнения патронов и штопания лица. Не берусь сказать точно, кто именно прав. Каждая теория имеет место быть. Но могу заметить, что из всех полей сражения по совершенно идиотскому прожиганию уберов на кемперство первые точки карты под названием Dust Bowl без сомнения занимают такое же первое место. Все разумные живые существа имеют способность к обучению. Успешное обучение часто ведет к раздутому самомнению. Раздутое самомнение к хитрожопому поведению. А подобное поведение к жесточайшему унижению. Как выяснилось, больше издевательства над бедами других, многие любят сознательно встревать в такие же проблемы, в надежде каким-то чудом выйти из них победителем, чтобы доказать свое превосходство над остальными. К тому же окопаться в надежном и проверенном месте почти наверняка безопасная, а значит скучная практика. Ну где же в этом азарт, почет и интерес? А вот засесть всего в десятки метров впереди, вдобавок еще и в тесном безвыходном тоннеле, это просто вершина искусства обманных маневров и стратегической мысли такого хитрого гения. Ведь искать врага там точно никто не догадается, как и кемперить это место с двух сторон. Конечно, данный туннель является знатным фланговым путем. В принципе, изначально он для этого и был предназначен. И
при наличии эффекта неожиданности наступление оттуда может сразу обернуться победой. При наличии эффекта неожиданности, который уже давно по определению отсутствует. Верите или нет, но карте 10 лет. Ее устройство уже давно все знают наизусть. Так может, не стоит, сломя голову, бежать в темное объятие? Тише едешь, дальше будешь. Вроде так говорится. Тем более слаженной связке нужна лишь пара мгновений, чтобы нырнуть в тоннель и достигнуть фланговой двери. Но нет, наступательный слесарь тянется ближе к точке. Ведь эти лишние 10 метров могут сыграть ключевую роль в победе. Ей-богу, его бы воля, и синий телепорт вываливал бы сопартийцев прямо к дверям красного респавна. В конце концов, мы все жаждем там оказаться. Да, исключительно и только ради захвата точки. Хотели как лучше, получилось как всегда. Хорошая работа, дамы и господа. Да-да, мы успешно ведем бой на передовой и пребываем в недоумении от безрадостного факта, который заключается в том, что ни один доктор санитарных наук не желает осчастливить нас своим могучим убер-зарядом. С превеликим удовольствием я бы бросил все силы на прорыв красной блокады с моими верными товарищами. Однако в данном случае на пути моего стремления возникли неизвестно откуда взявшиеся кемпера. Эрудиция подсказывала мне, что тройка замечательных, а также очень нужных в атаке слесарей оцепили захваченную зону и держат линию фронта. Они без сомнения не набились в тесный тоннель в поисках золота, внимания и большого толстого спама. Так ведь? Так ведь? Они не такие, так ведь? Правда? Умоляю, скажите мне, что это не так! Что принято делать с врагом, который себя переоценил? Разумеется, щелкать его по носу, и как можно более изысканно. Благо, сухие и тесные локации Дастбола чрезвычайно расположены к подобному поведению. Чрезмерная камерность карты прекрасно сочетается с предсказуемой популярностью определенных мест. Имея в запасе заранее готовый маневр отвлечения, особо ловкий боец может устроить настоящий блицкриг, такой вот смехотворной продолжительности по времени. На моей памяти это единственное поле боя, которое по скорости проноса может сравниться с Гидрой. Именно эта карта главным образом и отвечает за наличие в нашей любимой игре вот таких вот ребят. Ведь многие из них занялись слесарным делом именно здесь, на земле обетованной для игры в Tower Defense. Ужасные флешбеки постоянно не позволяют бойцу положиться на команду и смело отправиться на фронт. Сотни потерянных точек и тысячи слитых раундов заплетаются в ногах и не дают идти вперед. Бесконечные обвинения в отсутствии турели у объекта сами тянут только что сложенную башню обратно на землю. За нею уверенно и стойко поднимается диспак. Я должен быть тут для победы нашей команды. Я спасу последнюю точку от любых посягательств. Даже если захватить ее сейчас попросту невозможно. Минуточку. Что там происходит? В жизни больше с ласта не уйду! Последняя точка всегда находится в опасности, и не смейте орать на меня, разявы неблагодарные! Никто из вас не видел того, что видел я!
shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Доктор! Помоги! Пись! Малевич, Ой, чего ты пялишься на мой спам, а? ой, да ладно, Чё, комик, что ли? было пялиться на что? Ладно, завидовать не грех, если молча. То еще чего? Хороший спам такой, а? Видный, широкий, в боях закаленный. Целых 3 раза за секунду плюнуть может. Вот такой вот ракетой в нос любой встречной скотине. Скорострел несчастный. Тоже мне гордиться, чем нашел. Какая ж скотина успеет за такое время хоть какое-то удовольствие поиметь-то, а? Ой, ну вот что, дядя, я тебе скажу. Все синие скотины любят шары. Большие, красные, лохматые шары. Хе-хе-хе. Перед такой гроздью никто не устоит. Ты не согласен с моими предпочтениями, и поэтому я тебя... Подобные диалоги, как правило, случаются в тесных, жарких и душных местах. А старая пыльная местность под названием Дастбол прекрасно подходит под данное описание. Здесь постоянно попросту нечем дышать, благодаря чрезвычайно высокой плотности населения. В этом спёртом воздухе вечно наблюдается чрезмерное содержание тротила и свинца, а также испаренных всем этим добром бойцов, чей спам оказался недостаточно велик. Извечный вопрос, за который воюют все мужики. У кого больше? Что бы там ни было. В идеале в подобных случаях меряются скиллом, слаженностью работы и продуманной стратегией. Вот только все это не помещается в эти пыльные тесные коридоры. 3/4 места здесь занимает спам. У кого он больше и плотнее, тот и победил. Частенько для увеличения размера, шанса на победу, прибегают к помощи разнообразных подручных средств. Причем в ход идут как проверенные временем конструкции, так и высокотехнологичные современные гаджеты. Пускай официальная война давным-давно закончена, эти перекачанные тестостероном мужики и по сей день встречаются в тесных и душных местах, чтобы раз и навсегда, путем множества экспериментов, выяснить, у кого же все-таки больше. Ведь все мы с вами, ребята, прекрасно понимаем, важна не ваша шапка, не прямота рук, не ваша современная машина или работа, не красота вашей речи, лица и всего остального. Важен лишь только размер вашего спама. Спам плюс активное производство не является лекарственным средством и направлено только на выполнение способности пациента. При отсутствии последних реакции ненависти, окружающей запустую карту оперативно. В отличие от случайных действий данного препарата, препятствия на пациента или пациента. Данное средство повышения компетенции является совершенно честным изолированным способом убийства всех противника после полной подготовки. Внимание, препарат вызывает быстрое привыкание и неминуемое потерю умения оружия. Возникновение зависимости от спама, пакета и множества способов, лечится пребывание в открытых местах, отсутствие случайных компании нормальных игроков и внимание собственной совести. На этом список разнообразных пыльных занятий, пожалуй, что можно наконец-то считать завершенным. Набивание всей ватагой в тесные пространства чревато набиванием лиц и разбиванием надежд.
Во многом именно поэтому данное поле боя единогласно признается чуть ли не худшей картой в игре. Но мы-то с вами умеем читать между строк. И в основном чувствуем к Дастболу кое-что иное. Не стесняйтесь, всем людям нравятся плохие вещи, даже если вслух они это отрицают. Ведь несмотря на все огрехи, жару и тесноту, эта душная карта прекрасно сближает людей. А что нам еще нужно для постоянной радости? Разве только успех в игре и счастье в личной жизни. Да, благодарю за внимание.